Каждый день на планете производится такое количество автомобилей, что количество этих транспортных средств способно поразить воображение. Заводы и автомобильные концерны, от известных мировых брендов до малых местных производителей, работают без усталости, стремясь собрать как можно больше моделей для дальнейшей продажи. Однако, несмотря на все усилия, не все автомобили находят своих хозяев. Огромное количество машин остается недозагруженными, полными надежды, что вскоре они найдут своих владельцев, но зачастую эта надежда остается невыполненной. Проблема непроданных автомобилей стала настолько актуальной, что требует более детального обсуждения и анализа. Во всем мире автомобильные концерны запускают свои линии производства, и машины сходят с конвейера в огромных объемах. После этого они разъезжаются по различным дилерским центрам в страны, которые заказали эти автомобили. В разные уголки мира автомобили отправляются для удовлетворения местных потребностей, но следующий этап — это уже главная проблема. Что происходит с непроданными автомобилями? Обычно после цикла активных продаж проходит не так много времени, и дилеры сталкиваются с непроданными моделями, которые остаются на их складах. В среднем, по прошествии года, у дилеров остаются огромные запасы, которые они не смогли распродать за время реализации. Когда год заканчивается, и у дилеров остаются непроданные машины, возникает вопрос: что с ними делать? Ответ на поверхности. Необходимо сбрасывать цену и выставлять на рынок. Так появляются различные распродажи и специальные акции, когда прошлогодние модели выставляются на продажу со значительными скидками от 20 до 30%. Такая практика позволяет производителям и дилерам избавиться от старых запасов и освободить место для новых моделей. Но, как показывает практика, это решение также имеет свои недостатки. С наступлением весны и летнего сезона новые партии автомобилей начинают поступать к дилерам, создавая настоящую дилемму. Куда ставить новые автомобили, когда старые еще не распроданы? Фактически в мае уже нецелесообразно продавать прошлогодние варианты машин, и это создает досадные затруднения для дилеров. В частности, для региональных дилеров, у которых на складе может находиться более 100 различных моделей, данный вопрос становится настоящей проблемой. Как правило, в каждом регионе страны таких дилеров множество, и это порождает переизбыток автомобилей, что, собственно, и создает специфическую ситуацию на рынке. Важно отметить, что в данной ситуации следует также опустить такие категории, как предзаказы и люксовые марки автомобилей. Хотя даже среди люксовых марок и моделей часто присутствуют излишки на складах, специфика их производства отличается от массовых брендов. Новые модели люксовых автомобилей зачастую далеки от той гонки за объемами, с которой сталкиваются популярные марки, такие как Ford, Kia, Hyundai, Nissan и Mitsubishi. Каждый из концернов пытается просчитать свои шаги заранее, основываясь на продажах предыдущего года, но иногда даже самые хитроумные расчеты могут не сработать. Например, модель Kia Sportage, которая пирует спросом у нас, в Китае может оставаться непроданной, причиняя убытки производителю.
Совершенно очевидно, что местные предпочтения в дизайне, цветах и комплектациях не всегда совпадают. Нежелание потребителей приобретать определенные модели и внешние экономические факторы, такие как инфляция и изменения в потребительском поведении, также играют ключевую роль. Таким образом, несмотря на то, что автомобиля новое, сгруппированные автомобили могут оставаться без покупателей на годами. Рынок прощается со значительной долей своих продаж и просто констатирует факт. Остался автомобиль. Остался и дефицит мест. Поэтому старые машины доступны, а новые продажи останавливаются на неопределенный срок. В этой ситуации дилерам остается только одно — собирать все ненужные автомобили в централизованных точках. И здесь вступает в силу печальная реальность. В каждой стране существуют автомобильные кладбища. Это не просто парки с ржавеющими машинами. Это действительно места, которые вызывают печаль у многих людей. Сотни и даже тысячи машин, когда-то блестевших новизной, теперь стоят бездействующими, охваченные времени и заброшенности. Эти кладбища становятся важной частью общей картины автомобильной индустрии и становятся символами недоразумений, которые возникают в основе ритма производства. Люди, далекие от автомобильного бизнеса, испытывают тоску, глядя на такие стоянки, ведь многие из них когда-то долго мечтали о собственном автомобиле, с трудом копили деньги, а теперь наблюдают равнодушные металлические кузова, ожидающие своей судьбы. Сложно вообразить, сколько непроданных автомобилей существует, и скольким людям эти машины могли бы служить, если бы не беды, сложившиеся на рынке. Но помимо общественной и личной трагедии, важно учитывать и реальную проблему, возникающую на производственном уровне. В качестве обострения ситуации стандартная история продаж автомобилей в Америке, например, во время скандала с дизельными двигательными автомобилями Volkswagen, наводит шок на зрителей. Огромные партии автомобилей Volkswagen, возраст которых составляет от 3 до 1 года, накапливаются в определенных местах, ожидая своего же переча. Использование топлива, предназначенного для снижения выбросов, обернулось законными последствиями, и итог — сотни тысяч машин, с которыми уже ничего невозможно сделать, стали частью автомобильного кладбища. Тоскующее зрелище, не правда ли? Эти машины были новыми, и их потенциал, казалось, остался неисчерпанным. В России тоже возникали аналогичные ситуации с огромными стоянками непроданных автомобилей. Например, сразу после кризиса 2008 года в одном из дачных поселков под Санкт-Петербургом находилась стоянка с 300 тысячами автомобилей Volkswagen, которые так и не нашли своих владельцев. Это действительно тревожит душу и ставит под сомнение подходы к продажам, маркетингу и производству автомобилей. И таких стоянок почему-то стало значительно больше, и все они размещены по всему миру, возвратившая ситуацию к жесткой истине, что производительность и реальный спрос на автомобили все еще несопоставимы. Но что происходит с этими автомобилями после того, как их свозят на кладбище? Ответ можно найти в процессе переработки, но он долог и порой печален, поскольку перед тем, как попасть в печь на переплавку, автомобили прошли этапы разборки. Начинается все с постройки автомобилей, отскок от колес, извлечение бензобаков, сбор сидений и много других элементов, необходимых для безопасной реализации и повторного использования.
После этого оставшиеся останки сжимаются в брикеты, которые отправляются в различные перерабатывающие заводы. Это место, в конце концов, может быть сравнимо с обычной асфальтовой площадкой. Но сколько скорби и воспоминаний содержится в этих брикетах. Переработка автомобилей требует огромных затрат времени и ресурсов. Этот долгий процесс не может обойтись без видимых последствий, и каждый раз, когда мы видим брошенные автомобили на стоянках, стоит помнить о том, что эти машины имеют свою жизнь. На срок службы они позволили многим людям передвигаться по всем дорогам. Однако в конечном итоге, когда с каждым днем потребление автомобилей растет при ужасающих темпах, они становятся лишь цифрами в отчетах и планах, и в итоге кто-то из нас, кто когда-то мечтал о собственном автомобиле, замирает об одном. Где мой автомобиль сейчас? По итогу, если вы когда-либо копили деньги на долгожданный автомобиль, то не тратьте свои усилия. Возможно, ваша мечта скоро станет частью одного из таких кладбищ, ожидающих своего переплавки. Эта реальность подчеркивает ту необходимость, с которой городской и промышленный ландшафт должен адаптироваться к постоянно меняющимся потребительским предпочтениям и обеспечивать устойчивое использование ресурсов.